Привет, зритель, подписчик или гость канала Forest Play. Продолжаю проходить модификацию на сталкерцов Припяти, Hibernation Evil 2, гибернация зла, эпизод 2. Я завершил в прошлой серии на том, что мы поговорили с профессор Шварценгольд. И он, в общем, вот такой вот рассказал. И он, получается, отправил принести 3 осколка обелиска профессору Шварценгольду. Надо задание: найти паяльник и банку канифолий. Деловой подход. Убить наемника и забрать документы. Передать документы торговцу. Так, заметил какую-то папку с документами в руках у наемника. Думаю, в них должно быть кое-что интересное. Введите трехзначный код. Подсказка для добрых душ, другая есть дорога. Кажется, мои догадки насчет этой приблуды подтвердились. Это мобильный телепортатор. Откуда он в тайнике стрелка и откуда вывалился труп одного из уже и так нашедшихся основателей группировки Долг, пока не ясно. Я у этого самого красного обелиска по заданию профессора и решил вот проверить этот самый самодельный визор. После того, как мы его надеваем, в принципе, особо ничего не меняется вроде бы, да? Ну-ка, сейчас посмотрим еще раз. Теперь слышны шаги, да? Да, теперь слышны шаги. Такие дела. О, и когда подходишь к обелиску, какой-то шепот. И опа-на, вот он появился, походу, этот осколок обелиска. Этих обелисков 3 штуки, они вот так вот в виде пентаграммы, и на 3 углах есть еще вопросительный знак, не знаю, зачем они. Возможно, там что-то тоже появится, и может быть даже такие же те обелиски появятся, и будет что-то откроется, надеюсь, не врата в ад, может быть и такое. Ну, в общем, забираем первый. Сюда не мигают еще. Так, вот он второй. Получается, я все еще в этих очках. И появился осколок обелиска второй. Итак, пришел я, значит, на вот это вот место. И что мы видим? 3-й обелиск, только он почему-то черно-белый. И 3-й осколок. Так, это что-то новенькое. Так, товарищи, ну это беспредел уже. Что за нахер? Кто? В смысле, зомби? Так, в общем, я у детского сада пришлось пострелять из пистолета. Положил уже, я не знаю, сколько их я тут положил. Штук 5, наверное. С парочки трупаков уже снял автомат. Но тут еще много. Не знаю, кто они. Вроде, наверное, монолитовцы. Еще один. Что-то они не похожи ни на монолитовцев, ни на кого. Ну, на сталкера похожи, но мычат как зомбаки. Получай, Павла! Не знаю вот только где еду достать. И аптечек у меня уже нет. Была одна. Пришлось использовать, потому как уже помираю с голоду. С голодухи. Бебехи закручиваются узлы. Вообще я сюда пришел по заданию принести аккумулятор. А, вон она, вот она. Так, никого. Задание отменено. Видишь, можно экзоскелет взять. Ясно. Так, хорошо, это хорошо. Теперь мы в экзоскелете. О, все прокачалось. Баночка тушеночки. Покушали. Немного похорошело. Полегчало.
Сил прибавилось. Можно отправляться по какому-то следующему заданию. Так, контейнер еще надо открыть. Я, в общем-то, код уже знаю. Пришлось в интернете поискать, потому как что-то это какая-то странная загадка непонятная. Появилось задание «Путь воина», «Путь одиночки», найти выход из Припяти. Палтус исчез. И бесследно. Я, похоже, один в этом проклятом городке. Так, ну тогда сейчас пойдем откроем контейнер. Надо еще найти паяльники банку канифолий для профессора, походу. Ну, сейчас тогда идем открывать контейнер. И так, вернулся в наше убежище. И давай-ка откроем контейнер. Код от контейнера у нас 127. Перехватите его. Ну а в контейнере поврежденный комбинезон. В разгрузке была фотография КПК и фонарик. И мы его можем, наверное, использовать. Но он почему-то его выбросил. Сейчас тогда пойдем искать выход из Припяти. Ё-моё, это что еще тут приперся? Смотри-ка, какие шивенькие живучие. Ну и куда же ты спрятался-то? Прикурить, я обойду. На, живи! Опа, а у этого другой автомат. Сектант какой-то. Что-то у чуваков почему-то всех только этот патроны просто. Но ни у кого нет ни еды, ни бинтов, ни аптечек. Как они выживают вообще в зоне? Откуда они, блин, появляются? Итак, мы в самом центре Припяти у вот памятника Ленину, который почему-то лежит. В общем, его завалили, или он сломался, и, в общем-то, по прошествии времени, в общем, постарел совсем и упал. Короче, его... Так, вообще суть такова. Всю, конечно, не буду рассказывать, но памятник указывает, в общем, в ту сторону, где находится выход из Припяти. Я не буду долго все рассказывать. Можете посмотреть видео Хьюга. Он, в общем-то, все очень подробно рассказал. Ну и как бы он здесь стоял и как бы указывал в ту сторону, то есть Ленин рукой. Его рука в ту сторону, ну не на это самое здание, а намного дальше. В общем, сейчас дойдем до того самого места. Полетаем вместе. Глянем, где оно. Похоже, что здесь... А, вот. Да, вот это место он показывал. Так, а он тут заборчик. Ну и вот он переход на другую локацию. Но загрузки указывает на то, что это какая-то другая локация или измененная. Появился новенький кто-то на КПК моем. Здорово. К нам заходи поближе, познакомимся. Несложно нас найти. Двигайся на юго-запад. Путь воина, путь одиночки. Информация занесена в ПДА. Так, кстати, вот есть архив завода Росток. Без ученой степени довольно сложно что-то разобрать. Пришло сообщение от кого-то. То есть тут есть кто-то мерный. Похоже, что это какая-то переработанная локация. Похоже, что это Агропром. На базе Агропрома сделана другая локация. Ну, ландшафт как бы похожий, но все, в принципе, изменено максимально сильно.
Кто-то... Что-то звуки? Кто-то зовет? Кто-то есть внутри? Чья-то голова. Топор. Какие-то ангары, гаражи. Склады, может быть, даже. И, может быть, даже что-то мы сюда найдем. Диса, кем будешь? Каким хреном тебя сюда занесло? И откуда? Одиночка. Из Припяти. А откуда же еще? Ну, это-то понятно. Что они фанатики, это я вижу. Понял, это прозвище у тебя такое. Ну что ж, будем знакомы. Я Диса. Давно никого не видно было из тех мест, кроме сектантов. А что они тут частые гости? Периодически захаживали. Мы ведь сами оттуда, эти падлы, когда вновь активизировались, пришлось сваливать в спешке, и только потом, как пришли сюда, уже поняли, пути дальше нет. Дорога на юг фонит так, что хоть яйца запекай. На север то же самое. Да и ловить там уже ни хера. Я смотрю, тут местность не очень обжитая. И кто у вас за соседи? Я бы даже сказал, очень необжитая. Ну а так, все с ними мирно. Будь спок, мы сами по себе, и они сами по себе. Ах да, были еще 6 диггеров. Ящик с провизией у нас выменивали. Но вот уже сутки как от них ни слуху, ни духу. А что ж вы едите-то здесь? Ну как что, грызем вот друг друга. Да не боись, шучу. Консервы. К нашей радости тут на складах их нашлось предостаточно. Вероятно, здесь был распределительный центр. И давно вы здесь? Мы-то, дай-ка вспомнить. 3-й день тут. Так вот, может и хорошо. Лучше, чем от малейшего шороха вздрагивать. И там на складах ваших паяльника случаем не было? Паяльника? Ну, по крайней мере, так вот прямо на глаза не попадался. Есть индейка. Одна у меня насчет того, что его раздобыть. Ну, это потом. И, кстати, если надо, можешь и себе парочку-троечку банок взять. Нам не жалко. Тут их реально до хера. В вагоне и на складе еще точно оставались. Учту, спасибо. Ты вот говорил про диггеров. Куда же они могли запропаститься? Может, выход нашли? Хер знает. Слухай, а ты прогуляться недалеко не хочешь? На экскурсию, так сказать. Обзорную окрестности посмотреть. Насколько недалеко? Ну, это не то чтобы... А что? Не тяни кота, ему больно. Говори прямо. Эх, у меня тут боец пропал. Серега, продюсер. После того, как к нам в лагерь те самые землекопы наведывались, он решил за ними проследить. Куда же они потом от нас двинут. Через час вышел на связь. Сказал, что они его не засекли вроде, а след привел на нефтебазу. Это на северо-западе отсюда. После этого никаких вестей. Одного я тебя, конечно же, не отправлю. Пойдешь с нашим снайпером, ястребом, всего ничего, до нефтебазы. Вдвоем пройтись. Ну, а там, как говорит доктор, по обстановке. Ну, что скажешь? Не против? А вот и ладушки, ястреб уже готов. Так что обсудите с ним все детали и выдвигайтесь. Пока. Хорошо. Так. А на этом прервемся. Спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик. Продолжим в следующей серии. Пока.